Доброго времени суток. Сегодня рассмотрим, значит, топ-3 стиральных машин 2022 год. Что сейчас представлено, что из стоящего можно приобрести. Это ролик для тех, кому лень смотреть долгие обзоры по всем моделькам. В общем, мы сейчас, так сказать, рассмотрим из того, что есть. Выбор кажется, что велик. На самом деле стоящих стиралок не так много. Вот, мы рассмотрим 3 машинки, которые заслуживают внимания, которые можно сейчас купить. И они оптимальны, значит, по соотношению цена-качество. Ну, еще я добавляю критерий ремонтопригодность. Поехали. Итак, значит, третье место моего хит-парада занимает вот такой вот довольно простой Samsung. В данном магазине уж совсем простого с обычным мотором я, к сожалению, не нашел. Ну, этот аппарат тоже годится. В принципе, он больше будет где представлен. Вот, значит, цена у него достаточно адекватная по сегодняшним меркам, с учетом всех там подорожаний. Здесь, значит, 6 килограмм машинка, стандартная по размеру. Здесь установлен на ней инверторный мотор, но она с ремнем, да, это не как LG прямой привод, именно машинка ременная. Вот сразу давайте посмотрим качество металла. Вот обратите внимание, да, сейчас мы с другими сравним. Вот видите, слегка нажимаю, он, конечно, на Samsung металл тонковат. Это есть такая проблема. Тенденция сейчас уже распространенная. Ну вот на Samsung прям это очень явно проявляется. Значит, далее по управлению обычные кнопки, вкл, пауза, есть дисплей, шайба четкая, прям вообще с приятными такими щелчками. Ну, нормально. По программам, как всегда, у Samsung все в норме. Есть, значит, слив отжима отдельно, синтетика, хлопок, быстрая, даже 15 минут. Значит, смешанный, ну, все есть. Здесь, значит, как бы пар от основного тена, ну, да бог с ним. И, значит, давайте заглянем внутрь. Такой красивый черный, кстати, люк. Ну, классический барабан, их тип того сотовый, как они его называют, нормальный. Размер нормальный. Манжета нормальная. Ну, в общем, такой Samsung достаточно обычный. Крючок металл, петля. Кто же его знает? Вроде как пластик. Вот. Убоел, кстати, обычный. Вот так-то неплохой такой вариант покупки. Значит, из плюсов это разборный бак. Пока еще Samsung с разборными баками. Также есть на него запчасти. Можно найти. Ну и срок службы у них в среднем 5-8-10 лет. Кому как повезет, зависит от многих факторов. Вот. В редких случаях, конечно, почему я вот про инверторный мотор вот хотелось бы сказать. Иногда бывают случаи выхода из строя именно управления вот этим инверторным мотором. Не секрет, что у обычных моторов у них модуль и управление этим обычным мотором, они попроще, чем вот в этих инверторных. И на Samsung бывает, не скажу, что часто, не скажу, что прям это такая обширная проблема, но бывает, что вот выходит из строя управление этим инверторным мотором. Едем дальше. Еще один момент. Если, значит, найдете Samsung еще проще, с обычным мотором, с коллекторным, без всяких там паров, и, возможно, он даже окажется дешевле, хотя здесь цена очень хорошая, вот, берите лучше простую. Там надежнее моторы и управление им. В общем, если найдете, берите проще. Чем проще, тем лучше. Ну и, конечно же, сборка этой машинки Россия. Samsung сейчас в основном представлены как раз-таки российской сборки. Второе место нашего хит-парада занимают 2 простые модели Bosch. Вот такая вот из новой серии 4 VLP. Здесь, значит, у нас она с неразборным баком. И я откопал вот такую вот, тоже серия 4 с аквастопом, но модель уже VLG. Вот, ребята, точно не знаю,
разборный здесь по-прежнему бак или нет. Возможно, даже еще разборный. Напишите в комментах, кто знает, наверняка, кто прям разбирал такую машинку. Значит, я, конечно, вот из этих двух башей взял бы вот именно эту. Почему? Значит, она больше, у нее, точнее, больше общего с теми легендарными надежными башами. Та серия ВЛП, то бишь, она, конечно, тоже Bosch. Это, в принципе, я уверен, что она по надежности будет не хуже, но все-таки конструктивно эта машинка, она, ну, новая, можно сказать. У нее больше общего с большими машинками, там, Logic с 8, которые там были с большими барабанами. Вот, у нее, как она себя проявит в дальнейшем, плюс к тому же неразборный вот этот бак. Ну, пока статистики по ним маловато, вот по этим новым башам. Но, тем не менее, она тоже в тройку входит. Но мы таки подробнее остановимся вот на этой машинке, потому что она, повторюсь, имеет больше общего со старыми добрыми башами. Начнем, конечно, с ручки, да, это знаменитая ломкая ручка Bosch. Но с умом, если обращаться, ничего страшного. Петля, слушайте-ка, вроде как металл, похоже. Так, значит, внутри у нас, вот, даже внутри зацените, просто сравните. И манжета такая, знаете, old school, и барабан вот с этими металлическими порогами. Он все-таки напоминает старый добрый Bosch какой-нибудь Max 5, да? И посмотрите здесь уже, ну, все-таки другая. Вот эта машинка, она уже другая, конечно. Что здесь значит? Обычный селектор программ, такой нормальный, четкий, неубиваемый, можно сказать. Обычные сенсоры, никаких, точнее, простите, обычные кнопки, никаких сенсоров. Пуск, пауза, дисплей, очень удобно. И аквастоп, то есть внизу у нее в поддоне установлен датчик от затопления, от залития. Очень хорошая опция, если у вас вредные соседи внизу. Мотор тоже, значит, инверторный. Eco Silent Drive. Сейчас уже с обычными моторами Bosch я не встречал. Ну, такая вот машинка, значит, тоже по расходникам, в принципе, все на нее есть. И мотор вот этот довольно надежный. По крайней мере, особо отказов вот по ним, по этим вот Eco Silent Drive я не встречал. По Samsung все-таки чуть побольше. И смотрим здесь. Значит, здесь уже, конечно же, замок такой быстрый. Ручки как таковой физической нету. Просто люк тянем на себя, что мне не очень нравится, потому что стираются со временем вот те пластиковые защелки. Сенсорные кнопки. Опять же, зачем они на машинке? Уже не такая четкая крутилка, какая-то она немного ватная. Хотя по программам, в принципе, у нее тоже программ достаточно. Вот, манжетка чуть мягче, но в меру. Все в этом плане нормальное, петля металл. Здесь у нас уже дополнительный пластиковый экран. Лючок, значит, обычная защелка. Ну, тут все нормально. Лучше в традициях Боша. Металл, значит, барабана нормальный. Прям отличный, я бы сказал. И сейчас вот мы попробуем сбоку ее. Ну, кстати, нормальный. У Боша, кстати, вот металл потолще, чем у Samsung. А нет, вот на этой серии, зацените, тоже играет. Вот на той металл реально толще. Сборка у этой машинки Россия. Здесь тоже Россия. Цена очень-очень для Боша хорошая. Прям даже чересчур, я бы сказал. Вот. Но металл вот на той машинке потолще. И знаете, пожалуй, самое главное преимущество для меня лично у этого Боша, в отличие от того, вот от этого нового поколения, это расположение модуля управления. То есть здесь на этой машинке он будет вот здесь вот за кнопками модуль. На той машинке он будет внизу, сзади, вот справа получается внизу. И
Это не очень хорошо, потому что электроника все-таки силовая, модуля должны располагаться все-таки сверху. И еще один момент. Вот эта машинка заявлена на 5 килограмм. И реально тут есть 5 килограмм. Бак у нее обычный, как у МАКС 5. Здесь никакого, так сказать, преувеличения нет. Смотрим здесь. 6,5. Давайте же посмотрим барабан. Ну, может быть, поглубже, сантиметров на 3, может быть, и то. Не факт. Конечно, здесь уже так подзавышено килограммы. И лично мой выбор из этих двух башей вот эта машинка. Ну и, наконец, переходим к первому месту. Его занимает по праву стиральная машина LG. Самая простая, самая обычная. Никаких тут ни паров, ни сенсоров, ничего. Ценника, к сожалению, этой машинки нету. Ну вот, судя по другой, более навороченной модели, здесь уже и как бы пар, и так она выглядит. Якобы покрасивее, там этот серебристый металлик люк. Хотя по факту вот белая еще даже аккуратнее. Вот, она на 5 килограмм. Эта машинка уже годами проверенная конструкция. Есть небольшие изменения по сравнению с классическими LG-шками. Сейчас мы об этом поговорим. Но, тем не менее, и на сегодняшний день она остается, пожалуй, одной из самых лучших. Но минусы, естественно, присутствуют. Давайте начнем с плюсов. Ну, первое, значит, никаких сенсоров, ничего лишнего. Я вообще за то, что машинка должна стирать, отжимать. Эти все как бы пары и сенсорные кнопки, это все лишнее. За это вы все переплатите, а по факту пользоваться вы этим, возможно, не будете. Вот. Значит, здесь у нас мотор прямой привод, 10 лет гарантии. Это все уже у них давно. Петля металл, но крючок уже пластиковый. И это имеет конкретную цель, чтобы она закрывалась тише. Вот которые с металлическими крючками, они закрывались громче. Ну, пусть так. Да, значит, далее внутри обычный барабан 5-килограммовый, хотя его могут и написать и 6, и 6,5, и даже 7. Но по факту это обычный 5-килограммовый барабан. Приемлемый металл, хотя вот здесь вот он тонковат. Обратите внимание, сколько отверстий для лучшего, так сказать, циркулирования воды. На многих машинках сейчас их вообще не делают. Вот. Манжетка классическая, LG-шная, очень легко найти. UBL обычный. Кнопки обычные, селектор программ нормальный, LG-шный, четкий. Если дети не озоруют с ним, то проблем в принципе не возникает. Лоток стандартный. Значит, на этой машинке, что очень хорошо, 1000 оборотов имеется, потому что попадались пятерки с максимум 800. Все-таки приятно, когда есть 1000, да? Пусть даже вы будете чаще ставить 800. Вот, значит, внешне она самая-самая типовая, которая уже производится лет 15 в таком вот исполнении. Ну, может 10, ладно. Так, сейчас попробуем металл корпуса затестить. Ну, вот на примере вот этой машинки давайте посмотрим рядом. Кстати, смотрите, вот даже по сравнению с Башом, нормальный металл. Я не скажу, что он прям тонкий. Он однозначно толще Samsung. Ну, может быть, чуть-чуть потоньше Баша вот новой серии. Но он приемлемый, она не играет, не гуляет прям. Это не фольга, ребята. И передняя, кстати, панель тоже так не проминается, как на Самсунгах. Вот, но здесь такой же корпус, поэтому все окей. Так, значит, еще какие плюсы? Конечно же, разборный бак. Ну, пока еще LG все с разборными. По крайней мере, простые модели такие вот точно. Вот, значит, ничего лишнего, как я уже сказал. Запчасти, пожалуйста, где угодно вы купите, хоть заказывать, хоть в магазинах, значит, запчастями. На нее практически все есть, вплоть до полубаков, части половинки бака, подшипники, тен, там, насосы. Вот по насосам мы сейчас отдельно поговорим.
Все есть, в принципе. Также плюс расположение модуля сверху. Он залит специальным компаундом, поэтому это одна из машинок, которые очень хорошо себя чувствует в ванной комнате даже при повышенной влажности. Далее, значит, еще из плюсов удобное расположение тена, он сзади, можно поменять самостоятельно. Нормальные съемные амортизаторы, которые также есть в наличии. В общем, по запчастям вообще у этих машинок нету проблем. Все можно найти. Манжета, кстати, пожалуйста, она и недорогая будет, если вдруг там что-то повредите. Вот. Значит, теперь подшипники 205 и 206. Ну, тен стандартный будет здесь с датчиком на 1600 или 1700 ватт. Значит, бак пластиковый, да, понятно, у всех уже современных сейчас пластиковые баки. Так, что еще по расходникам? Вот, давайте теперь, то перехвалим, теперь давайте минусы посмотрим. По программам. Ну вот по программам у нее, конечно, это один из минусов. Программы неудобные. Вот сразу говорю. Во-первых, спрятанный отжим слив, который включается вот этой кнопкой. Селектор программы не трогаем после включения. Сразу нажимаем кнопку отжим и выбираем, если вам нужен чисто отжим. Программы неудобные. Вот на самом деле. Второй минус. Значит, она очень экономит воду. Это у современных машинок называется А++++. Но они все экономят. И, кстати, и Bosch тоже на стирке воды мало. И у Samsung немного. Но Bosch хотя бы полоскает, когда наливает нормально. А эти машинки, конечно, экономят даже на полоскании. Вот, значит, другой минус еще. Это новый насос, который пошел где-то с 20 или с 21 года. Его отличие, значит, главное от старых машинок, да, с обычными насосами, в том, что его есть уже, соответственно, случаи. Вот там вот он расположен у нас, вот его крыльчатка этого насоса. Он низковольтовый, он уже не на 220, он то ли на 26 вольт, то ли на 24. Сейчас точно уж и не помню. В общем, он низковольтовый, и проблема в том, что нагрузка на него большая, на отжиме он постоянно работает, и есть сейчас единичные случаи, это пока не массово, не системно, что он служит очень мало. У кого-то бывает и год даже не выходит, так сказать. Но они, опять же, сейчас уже появились в продаже, и также там по гарантии их меняют, в принципе. Повторю, это не массово, случаи были, ну, как бы, я думаю, LG уже в будущие модели, может быть, как-то более какие-то надежные ставит. Вот, информации по ним, ну, к сожалению, немного. Вот, далее, значит, еще какой у нас минус. Это то, что она никак не покажет вам отсутствие нагрева. То есть машинка, если у нее перегорит там тен, нагреватель, и она не будет греть, вы можете это узнать только по косвенным признакам. Поэтому после стирки, если машинке уже есть 5 лет и более, а у некоторых при частых стирках и 3-4 года, после стирки через полчаса просто иногда подходите, проверяйте стекло, нижнюю часть. Оно должно быть теплое. Вот такой косвенный признак, по которому вы 100% определите. Значит, еще, пожалуй, из минусов. И, кстати, еще хочется сказать про насос. Почему они сюда поставили этот низковольтовый насос? Потому что он сливает тихо. Вот опять же, если говорить по поводу этого крючка, который закрывается тихо, и насос тоже закрывается, простите меня, сливает тише, чем предыдущий. Да, предыдущие насосы на 220, они служили там по 8-10 лет. Ну, такова цена акустического комфорта. Еще, значит, один минус, многие пишут, даже по отзывам, я сам сталкивался, даже новые машинки, они достаточно такие, как бы сказать, шумные на отжиме, в плане, они начинают как бы трястись, там, дрыгаться вот так вот, когда она отжимает. Это опять же из-за того, что с каждым годом таки металл тоньше, потихоньку они все это
убавляют толщину, а по сути машинка, грузы у нее такие же, машинка, бак такой же тяжелый, и, соответственно, уже устойчивости, жесткости металла не хватает, машинка на отжиме частенько так дрожит, дрыгается. Вот есть такой минус. Ездит она, бывает, что у некоторых попадаются экземпляры. Ну, еще хочется сказать, что, значит, средний срок службы этих машинок лет 8, тоже 10. Кому как повезет, сколько стираете, какая вода, есть ли фильтр, ну и так далее, где она стоит, в ванной или там на кухне в сухости. Много очень факторов, но вот в среднем так. Ну вот мы с вами рассмотрели, значит, топ-3 машинок, которые на сегодняшний день можно рассматривать для покупки. Посмотрели цены, обговорили плюсы и минусы. Конечно, не все и вкратце, чтобы видео не затянулось слишком сильно, значит. Ну, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, конечно же, выводы делать только вам.